Всем привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я с новым мастер-классом. Очень интересный вариант брелочков. Это кот в костюме акулы. Вот это кота-акула. Такой очень маленький интересный брелочек у меня получился. Это цельновязанная игрушка. Полностью цельновязанная игрушка. Вывязывается только потом зубы и вот этот вот верхний плавничок. Все остальное вяжется одной деталью. Размер брелочка этот 8 сантиметров. Вяжется он из плюшевой пряжи на 100 грамм 120 метров любой плюшевой пряжи, любого производителя. Вот такие вот разные у меня получились котики в костюме акулы. Вот такой интересный вариант кота акулы. Рыженький. И давайте свяжем с вами вот такой вот брелочек. Понадобится нам 3 вида пряжи. 3, вернее, цвета пряжи. Это голубая, цвет акулы, можно темно-синяя, ну какая вам больше нравится. Это тоже на ваше усмотрение. Вот такой вот светло-серый цвет и белый. Дальше нам понадобится крючок номер 4, 2 вида глазок, глазки 8 мм для акулы и 7 мм для кошечки. Также носик 8 мм. У меня не на ножке, а я его клею. На клей-пистолет. У меня вот такой вот клей-пистолет. Кто клеит на момент, это тоже на свое усмотрение. Также нам понадобится маркер, карабин, иголочка и ножницы. Все, что необходимо. Давайте начнем. Начинаем мы с серой пряжи и начинаем вязать с котеночком. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 6 воздушных петель. Теперь со второй петли от крючка провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. В первую петельку я ставлю маркер. В первую петлю. Дальше провязываем мордочку. В следующую петлю мы провязываем 5 столбиков с накидом. Делаю накид и провязываю в следующую петлю 5 столбиков с накидом. 1, сюда же 2, 3, 4 и 5. Снимаю маркер, вставляю в первую петельку, отсчитывая 1, 2, 3, 4, 5. Вот в первую петельку одеваю рабочую петлю и вывожу через первую. Делаю воздушную. И дальше по цепочке провязываю 2 столбика без накида. Петельки по цепочке не пропускаем. 1 и 2. В последнюю петлю провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Разворачиваю вязание. Вязание вяжем по второй стороне, хвостик при этом вяжем вместе. Провязываем зеркально 2 столбика без накида. Там, где мы вязали мордочку с обратной стороны, тоже провязываем в одну петлю, провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3
4 и 5. Немного вытягиваем рабочую петельку, просчитываем 1, 2, 3, 4, 5. В первую петельку вставляю крючок, одеваю рабочую петлю и вывожу через первую. Делаю воздушную петлю и в последнюю петелечку провязываю прибавку. 2 столбика без накида. 1 и 2. Вот такая первый ряд вот такой вот получается. Теперь второй ряд. У нас по кругу должно получиться 14 петель. Снимаю маркер. В первую петлю провязываю прибавку. Провязав 1 столбик, ставлю маркер в первую петлю. И еще раз сюда провязываем столбик без накида. В следующую тоже прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем по цепочке 3 столбика без накида. За воздушную петельку на мордочке. И 1 и 2. Дальше 4 прибавки. Раз прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. И четвертая. Дальше по обратной стороне 3 столбика без накида. 1, 2 и за воздушную петельку 3. И осталось нам провязать в конце 2 прибавки. Первая прибавка и вторая прибавка. Вот у нас получился второй ряд. Во втором ряду у нас получается 22 столбика. Третий ряд. Третий ряд провязываем. Снимаем маркер, провязываем 1 столбик без накида, ставлю маркер обратно в первую петлю. Дальше провязываем 2 столбик без накида. Дальше вяжем ушко. Ушко мы вяжем за переднюю стеночку петли. Вот за вот эту вот стеночку, за переднюю. Провязываем в одну петлю, провязываем столбик без накида. Дальше 1 полустолбик с накидом за переднюю. Это все за переднюю. Дальше 1 столбик с накидом. 1 полустолбик с накидом. И 1 столбик без накида. Это все в одну петельку мы провязываем за переднюю стеночку. Теперь аккуратненько смотрим, чтобы мы не пропустили петельку, и провязываем 2 столбика без накида. 1 и 2. Дальше мы провязываем ножку. Ножку мы провязываем точно так же, как и мордочку. В одну петлю я провязываю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот так провязали. Теперь отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. В первую петельку вставляю крючок, одеваю рабочую петлю и вывожу через первую. Делаю воздушную. Дальше 2 столбика без накида, не пропуская петельки. 1 и 2. Теперь провязываем вторую ножку. Точно так же в одну петлю 5 столбиков без накида. В первую петлю вставляю крючок,
одеваю рабочую петлю, вывожу через первую и воздушная. Вторую ножку провязали. Теперь провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Провязываем третью ножку или лапку. Провязываем 1, 2, 3, 4 и 5. Провязав 5 столбиков с накидом в одну петлю, одеваю в первый крючок, одеваю рабочую петлю, вывожу через первую и делаю воздушную петлю. Дальше провязываю 2 столбика без накида. И дальше опять ножку, четвертую уже. Провязываем в одну петлю 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4 и 5. Одеваю в первую, одеваю петелечку рабочую, ввожу и делаю воздушную петлю. Теперь провязываем 2 столбика без накида. Смотрим, чтобы не пропустить петельку. 1 и 2. Теперь вяжем ушко. Ушко мы вяжем за переднюю стеночку петли. И вяжем так. Вот за вот эту. Провязываем столбик без накида. Сюда же полустолбик с одним накидом. Столбик с одним накидом. Полустолбик с одним накидом и столбик без накида. Все за переднюю стеночку. И в конце ряда у нас остается 2 столбика без накида. Вот такой получается третий ряд. Он такой массивный. Много здесь надо вязать было в одном ряду. Но я думаю, у вас все получилось. Если что-то не получилось, можете перемотать и посмотреть еще раз. Четвертый ряд провязываем 22 столбика без накида. Снимаю маркер и провязываю по кругу без прибавок и убавок 22 столбика. 2 столбика провязали. Теперь ушко сгинаем и за заднюю стеночку петли, там где мы вязали ушко, мы вот находим заднюю стеночку и провязываем здесь третью петельку. Дальше провязываем 2 петли между лапками. Теперь третью петлю как воздушная идет. Теперь 2 петли между лапками. Опять по воздушной петельке на лапке. Затем 4 петельки между лапками. Теперь за воздушную петельку на лапке. 2 петли между лапками. Затем воздушную петлю на лапке. 2 петли между ушком и лапкой. Затем отодвигаем ушко и за заднюю стеночку. Так, не всегда ее видно. Вот за заднюю стеночку провязываем столбик без накида и дальше в конце 2 столбика. Вот провязали мы часть котика. Теперь обрезаем хвост, ниточку обрезаем и меняем теперь на голубую. Итак, начинаем вязать 5-й ряд. Приготовили уже голубую пряжу. Теперь снимаем с крючка
петельку. И заканчивать мы будем последнюю петлю 4-го ряда голубой пряжей, для того, чтобы у нас был красивый переход. Теперь снимаю маркер и провязываем 5-й ряд полностью за заднюю стеночку петли. Вот за заднюю стеночку петли будем провязывать. Итак, в первую петельку я провязываю прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Теперь в следующую петельку тоже прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Вот так. Теперь здесь завязываю хвостики, чтобы они не распустились. Дальше полностью ряд я вяжу дальше 19 столбиков без накида. За заднюю стеночку петли продолжаю вязать. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, последнюю петельку я провязываю прибавку за заднюю стеночку петли, 2 столбика без накида. Вот такой вот пятый ряд. В 5-м ряду у нас должно получиться 25 столбиков. 6-й ряд провязываем так. В первую петлю провязываем прибавку. Провязав прибавку, ставлю маркер в первый столбик, в первый. В следующую петлю еще прибавка. Хвостики вкладываем, чтобы они нам не мешали. И третью прибавку провязываем. В общем, начинаем 6-й ряд с 3 прибавок. Дальше 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Дальше вяжем плавник. Плавник мы вяжем за переднюю стеночку петли, за вот эту, за переднюю. Вяжем так. 1 полустолбик с накидом. Дальше 1 столбик с накидом. 1 столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля. В эту же петлю 1 столбик с накидом. И 1 полустолбик с накидом. Это все за одну переднюю полустеночку, полустолбик. Дальше провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вяжем хвостик. Хвостик вяжем. Нам нужно провязать 2 плавничка, поэтому мы будем задействовать 2 передние стеночки в первую стеночку и вяжем точно так же, как и плавничок. За переднюю полустеночку я провязываю 1 полустолбик с накидом, 1 столбик с накидом, 1 столбик с 2 накидами, 1 воздушная, 1 столбик с накидом и 1 полустолбик с накидом. Первый
И второй рядышком за переднюю полустеночку провязываю 1 полустолбик с накидом, 1 столбик с накидом, 1 столбик с 2 накидами, 1 воздушная петля, 1 столбик с накидом и 1 полустолбик с накидом. Дальше провязываем 5 столбиков без накида. Теперь вяжем следующий плавничок. Точно так же за переднюю стеночку в следующую петлю провязываем 1 полустолбик с накидом, 1 столбик с накидом, 1 столбик с 2 накидами, 1 воздушная, 1 столбик с накидом и 1 полустолбик с накидом. И дальше до конца ряда провязываем 4 столбика без накида. Вот такая вот получается деталь. Теперь 7-й ряд. Так, вот такая деталь получается. Здесь уже вырисовывается у нас рыбка с обратной стороны. Вот так. И теперь провязываем 7-й ряд. Провязываем 2 столбика без накида. Один и 2. Теперь провязываем прибавку. И до конца ряда провязываем 2 столбика без накида. Теперь опускаем плавничок и за заднюю стеночку петли, вот здесь вот ищем заднюю стеночку петли и провязываем столбик и дальше продолжаем. Теперь здесь за заднюю стеночку вот два столбика и дальше продолжаем. Вот такая получается деталь. Так, мешают мне эти хвостики. Теперь следующий 8-й ряд. Значит, в 7-м ряду у нас должно получиться 29 столбиков без накида. 8-й ряд провязываем так. Снимаем маркер и провязываем 16 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Дальше провязываем 2 убавки подряд. И дальше до конца ряда провязываем 8 столбиков без накида. Вот так. Теперь 9 ряд. В конце 8 ряда у нас получается 27 столбиков. 9 ряд. Снимаю маркер и провязываем 14 столбиков без накида. В первый столбик ставлю маркер. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Теперь провязываем 3 убавки подряд. Петельки. И в конце ряда 6 столбиков без накида. Так, дальше 10 ряд. Снимаю маркер, провязываем 10 столбиков. В 10 ряду 11 столбиков. Первый столбик провязали, ставлю маркер. И провязываем еще 10. Теперь провязываем 5 убавок подряд. И до конца ряда 2 столбика. В 10 ряду у нас получается 19 столбиков. 11 ряд. 11 ряд провязываем 8 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. Теперь провязываем 5 убавок подряд.
Теперь немного вытягиваем хвостик, снимаем маркер, набиваем деталь холофайбером. Набиваем деталь. В конце 11 ряда у нас получается 13 столбиков по кругу. Так, давайте набьем наполнителем нашу деталь. Итак, набила деталь холофайбером. Вот такая получается деталь. И теперь 12 ряд. Итак, провязываем в 12 ряду 6 убавок подряд. И один столбик без накида. В конце ряда у нас получается 7 столбиков. Я отрезаю ниточку подлиннее, фиксирую ее. Одеваю иголку. И стягиваю колечко за полупетельки. Итак, начинаем вязать плавник. Плавник мы присоединяем ниточку на серединке между хвостиком, вот где-то на уровне плавничков. Я ищу, продеваю где-нибудь между петельками крючок, одеваю ниточку, придерживаю хвостик. Хвостик придерживаю, набираю 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Теперь во вторую петлю я провязываю столбик без накида. Дальше в следующую петлю я провязываю один полустолбик с накидом. Дальше один столбик с накидом. И один столбик в последнюю с 2 накидами. Вот так вот. Теперь убираю хвостик, подтягиваю, убираю хвостик. И где-то смотрю на этом уровне, через одну петельку я делаю соединительный столбик. Обрезаю хвостик. И фиксирую ниточку. Вот так вот получается у нас акулий, плавничок. И теперь прячу ниточки. Вот такой акулий плавник. Теперь вяжем зубки. Присоединяем белую пряжу. Мы возвращаемся к 5-му ряду. Вот где мы вязали между, получается, между между акулой и между кошечкой мы вязали за заднюю стеночку петли. И вот эти вот теперь за передние стеночки мы будем с вами вязать зубки. Зубки мы будем вязать, начиная с середины плавничка. Вот за переднюю полупетельку
Вот я нахожу нахожу переднюю полупетельку, одеваю ниточку, придерживаю хвостик. Теперь делаю накид. В следующую петлю я провязываю 1 полустолбик с накидом, 1 воздушная петля, и в эту же петлю провязываю 2 полустолбик с накидом. 2 полустолбик с накидом, да, все правильно. Хвостик подтягиваю, мы его потом спрячем. Дальше в следующую петлю провязываем соединительный столбик. В следующую провязываем 1 полустолбик с накидом, воздушная петля и 2 полустолбик с накидом. Дальше в следующую петлю соединительный столбик, в следующую петлю зубик вяжем 1 полустолбик с накидом, воздушная петля и 2 полустолбик с накидом. В следующую соединительный столбик. Дальше ушко отодвигаем, вяжем зубик. 1 полустолбик с накидом, воздушная петля и 2 сюда же полустолбик с накидом. В следующую соединительный столбик. Здесь убираем все, вяжем зубик. И в следующую петлю соединительный столбик. Обрезаю ниточку, делаю соединительный, ну не соединительный, а фиксирую ниточку. И теперь хвостики нам нужно спрятать в деталь. Берем иголку с толстым ушком. Итак, начинаем теперь глазки вставлять. Все, закончили мы с вами игрушечку. Теперь вставляем глазки. Значит, 7 миллиметров мы вставляем кошечки и вставляем сразу возле мордочки. Вот где-то посередине мордочки сразу вот. Вот сразу над мордочкой. Посередине мордочки. Глазки акулы вставляем, считаем 1, 2, 3, 5, считаем 5, 6, 7, 8, 9. Между 8 и 9 рядами отступаем 3 столбика от плавничка, где-то приблизительно 1, 2 и в третью. Точно так же здесь считаем 5, 6, 7, 8, 9 и 3 столбика от плавничка. 1, 2 и в третью. Вот так. Чтобы это было приблизительно на уровне. Смотрелось. Вот так. Теперь давайте приклеим.
Все поправляем. Теперь последний штрих. Это нам нужно одеть вот здесь вот карабинчик. Одеваю карабинчик на границе между котиком и акулой. Все. Наш брелочек готов. Зубки готовы. Поправляем все. Вот с одной стороны у нас акула. Вот такая. С другой стороны котик. Все. Наш брелочек готов. Надеюсь, у вас все получилось. Если вам понравился мастер-класс, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.